Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня, ребята, я хочу показать одно нанесение. Это кора дерева. У меня на канале есть видеоролик на эту тему. Но я там использовал вот такой вот валик. Валик не самодельный, это валик заводской. Приобрел я его в магазине пару лет назад. И очень многие подписчики, а также гости моего канала задают такой вопрос, где такой валик найти. Я пробовал искать его на просторах интернета. Есть что-то более похожее, но не совсем. Этот валик фирмы Фаворит. И его, кстати, я найти не могу. И мы попробуем сегодня сделать вот эту вот кору, которая у меня на канале. Эту структуру с обычного инструмента, который, я надеюсь, есть в каждом строительном магазине. Это один из таких инструментов. Это валик. Валик для обоев. Он идет резиновый. Попробуем еще вот с таким вот валиком. Это валик велюровый. Тонкий. Для этого нам нужно будет также вот такая вот бечевка. Это веревка пеньковая, ребята. Диаметр данной веревки 4 мм. Также нам понадобится изолента. Изолента нам нужна для того, чтобы нашу пеньковую веревочку закрепить на валике. Ну, вариант первый. Это, ребята, у нас резиновый обойный валик. Я надеюсь, что он точно есть в каждом магазине. Немножко вот кончик надо будет распустить и примотать. Ну, это не проблема, мы можем я бы вот так взял, примерно. Так, изолентой. Один край зафиксировали изолентой и уже так произвольно наматываем. Наматывайте, как вам нравится, где-то больше, где-то меньше. Желательно, чтобы рисунок немножко был разный. И я брал кончик длиной 2 метра. Вот. Видите, на валик шириной 150 миллиметров, 2 метров достаточно. И уже нашу основную часть мы наматываем с нашей изолентой. Вот такой валик у нас получился. И лишнее мы отрезаем, чтобы она не путалась. И вот так выглядит наш валик. И сейчас с помощью него мы будем делать нашу структуру. Будем делать, ребята, вот такую вот смесь. Многие задают вопрос, из чего я делаю. Такую же структуру можно сделать из клея для плитки. Приготовили мы раствор. И внимание, ребята, то, что касается этого раствора, он должен быть средний. Не должен быть ни густой, ни более редкий. Если будет более редкий, он будет у вас плыть. Если будет густой, будет немножко тяжеловато формировать рисунок. Ну и это все мы будем наносить.
покатаем нашим валиком. Вот, обратите внимание, у нас эффект тот же самый получается. В приобретении такого валика нет необходимости. И после этого берем и приглаживаем. Вот так у нас вышла наша кора дерева наша. Вот как она смотрится. Ну, теперь попробуем еще один вариант. Сделаем еще один валик. Это будет у нас велюровый и джутовая веревка диаметром 8 миллиметров. Аналогично. Вот такой у нас получился наш велюровый валик. Более-менее так, плюс-минус. Попробуем этим валиком. Я его немного прикатал в растворе, чтобы эффект, я, ребята, скажу, тоже неплохой. Довольно-таки интересный. В принципе, даже супер. Ну, вот такое у нас вот получается. И мы уже здесь приглаживаем. Все остальное как обычно. Приглаживаем нашу структуру. Легенько, аккуратненько, не давить, просто шпателем сверху вводим по нашей структуре уже. Не спешите, просмотрели все, вернулись. Есть такие моменты, что можно поправить, это не проблема, ребята, это все поправляется. Вот так аккуратненько прикатали. И вот так чуть-чуть. Вот такая вот структурка у нас получается с наших самодельных валиков. Вот так оно выглядит. Ну что, ребята, и в заключении подведем итог. Мы пробовали два варианта, оба варианта хороши. Мы делали их обычный
использовать для этого обычные валики, которые можно приобрести в любом строительном магазине, который есть в вашем городе. Кроме валиков также понадобится джутовая веревка. Для резинового валика обойного, это первый вариант, мы использовали джутовую веревку диаметром 4 мм. И для велюрового валика мы использовали джутовую веревку 8 мм. Ширину валика вы уже на ваше усмотрение. То есть это не принципиально. У меня валики по 150 мм. На каждый валик у меня ушло по 1,5 метра данного шнура. А на этом все. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. По мере своей компетентности постараюсь вам на них ответить. А вам желаю добра, здоровья, до новых встреч. Пока-пока.